Здравствуйте, дорогие мои! С вами снова Людмила Вдовиченко. И сегодня я хочу вам показать, как связать вот такой вот большой пейсли. Левый и правый завиток. Толщина ниток, которые мы будем использовать, 565 метров в 100 граммах. Для такой толщины я использую крючок 1,05. Вязание мы с вами будем начинать с шнура гусенички. Вот у нас основа, вот это вот шнур гусеничка. Делаем первую петлю, делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать шнур. Во вторую петлю от крючка вводим крючок, делаем столбик без накида. Вот такой столбик. Поворачиваем работу от себя. Вводим крючок в петельку боковую и провязываем столбик без накида. Провязали. Снова поворачиваем от себя. И теперь у нас с вами уже видно 2 петельки, в которые мы с вами вяжем 3-й столбик без накида. Провязали. Снова поворачиваем от себя и снова видим 2 петельки. И снова в них вяжем столбик без накида. Вот 4-й столбик без накида. Все последующие столбики вяжем аналогичным способом. Повернули, ввели крючок под 2 петли, связали столбик 5. И таких столбиков нам с вами нужно связать 240 штук. 239 и 240. 240 столбиков. Вот у нас с вами получилась вот такая вот длинная косичка. Теперь будем вязать завиток. Вот эту вот часть, вот этот вот завиток. Для этого нам нужно сделать 9 столбиков с накидом с общей вершиной. Мы их будем делать вот в эти вот боковые петли косички через одну. Делаем накид, пропускаем одну петлю, в следующую вводим крючок. Делаем столбик, не довязывая его до конца. 2 петли на крючке. Накид снова. И следующий столбик вяжем, пропуская одну петлю. Одну пропустили, в следующую вводим крючок. И тоже не довязываем его до конца. Таким образом делаем 9 столбиков. И 9-й столбик. Тоже не довязанный. Сделали. Теперь смотрите. Теперь нам нужно поднять ниточку и протянуть ее через все петли на крючке. Вот мы сделали 9 столбиков с общей вершиной и закрепили ниточку. Закрепили и делаем одну воздушную петлю. Сделали. Теперь прикрепляемся глухой петлей к шнуру. Прикрепились, снимаем с крючка петельку и вводим крючок вот в эти вот 2 боковые петельки, которые у нас хорошо видны на краю завитка, и протягиваем через них рабочую ниточку. Все, мы с вами соединили, еще вот так, соединили наше колечко, получился завиток. Теперь переходим на вязание по шнуру гусенички. Делаем 7 глухих петель. 1 в каждую петлю шнура делаем 7 глухих петель. 2, 7. Провязали 7 глухих петель. Теперь аккуратненько выравниваем шнур и, стараясь не перекрутить его, поворачиваем хвостиком к себе. Повернули хвостиком к себе, соединили. Вот в этом месте у нас будет происходить соединение шнура. Вводим крючок в первую петлю на хвостике шнура и делаем
точно так же соединительную или глухую петлю. И таких петель делаем 18 штук. Первая, 2 и 18 петля. В общем, мы провязали вот такую вот обвязочку. А сейчас мы с вами будем начинать делать, вязать вот такой вот узелочек, который у нас под арочкой находится. Чтобы его связать, нужно сделать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нужно вот эту вот цепочку из 5 петель обвить ниточками с двух сторон. Поднимаем ниточку спереди. Теперь заводим крючок вниз и поднимаем ниточку снизу. Вот у нас получается такой виток. 1. Считаем 1. Спереди, снизу 2. Спереди, снизу 3. Старайтесь укладывать их ровненько. Спереди, снизу 4. И 5. И 6. И 7. И 8. И 9. И 10. И 11. И 12. Вот у нас 12 витков, которые полностью заполнили нашу с вами цепочку. Старайтесь их выровнять, чтобы они были ровненько на крючке. Поднимаем ниточку на крючок. И сейчас мы должны с вами протянуть нитку через все петли на крючке. Вот так вот. Раз и протянули. В общем, получился вот такой вот у нас с вами узелок. Теперь смотрите, ниточка находится внизу. Вот эта петелька на крючке, эта ниточка внизу. Крючок вводим в следующую петлю на шнуре и делаем глухую петлю. Сделали, да? Вводим крючок в следующую петлю на шнуре и снова делаем вторую глухую петлю. И в следующую петлю вводим крючок и делаем глухую петлю, протягивая через все петли на крючке. Вот мы с вами получили, закрепили наш узелок в третью петлю, получается, да? Вот у нас с вами первую, вторую мы провязали самостоятельно, а в третью мы прикрепили краешек нашего узелка. Теперь делаем 9 глухих петель по шнуру. 1, 2, 9. 9 петель сделали. Теперь точно так же начинаем вязать узелок. Делаем 5 воздушных петель. И точно так же начинаем обвивать и вязать узелок. Таких узелков по всему периметру вы должны провязать 8 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь продолжаем глухими петлями. Сколько у нас их тут останется, сколько получится, сколько и вяжем. 2, 3, 15 получилось. Так, вот мы с вами дошли, провязали, получается, узор по кругу, да, обвязали весь наш пейсли узелочками и глухими петлями. Теперь мы с вами переходим вязать дальше по кругу, продолжаем вязать в том же направлении. Смотрите, вот здесь у нас провязаны глухие петелечки, и мы в них за заднюю стенку косички будем вязать столбики без накида. 1, 2 и вяжем столбики без накида вот до этого места. Вот по всей вот этой вот длине вяжем столбики без накида, не довязывая 2 столбика до вот этого узелка. Можете не считать, просто вяжем столбики. Довязываем столбики до узелка. Вот еще один и еще один. Вот у нас до узелка остается 2 столбика. Это 3, да? Еще один провязали. У нас до узелка остается 2 столбика.
Теперь делаем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь эту цепочку нужно закрепить 1-2 в третий столбик от узелка. Первый пропустили, второй пропустили, в третий вводим крючок и вяжем столбик без накида. 1, второй столбик без накида, третий, четвертый и пятый. Вот. Мы с вами здесь вязали по 9 петелечек, и так получается у нас вот 2 в начале, 2 в конце не провязанных, и по центру 5 столбиков. И точно такую же обвязочку продолжаем до конца ряда. Делаем 12 воздушных петель и 5 столбиков между узелками. Так, мы с вами провязали 7 арочек по 12 петель и закрепляем 8-ю арочку вокруг 8-го нашего столбика. 1-2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик без накида. Смотрите, теперь мы с вами вязание должны повернуть. Делаем 1 петлю подъема поворота и поворачиваем вязание в другую сторону. Поворачиваем, и вот эти вот арочки из 12 петель мы будем обвязывать столбиками без накида. Под каждую арочку вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 14 и 15 и 16 столбиков связали. Теперь у нас вот с вами в нижнем ряду провязано 5 столбиков, но мы будем вязать 1 столбик пропускаем, во второй вяжем столбик без накида и вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. И снова вяжем под арочку, под следующую арочку вяжем снова 16 столбиков под арочку. 1, 2. И так продолжаем до самого конца. Обвязываем все арочки по 16 столбиков и вяжем вот здесь по 3 столбика. Обвязали 16 столбиков вокруг последней арочки. И теперь мы с вами просто в следующую столбик провяжем столбик без накида. Вот так вот провязали. Теперь делаем петлю подъема поворота и поворачиваем другой стороной. Вот это у нас с вами и будет уже лицевая сторона. Сейчас мы с вами будем делать завершающий ряд, в котором мы с вами сделаем вот такие вот обвязочки вокруг каждого лепесточка. Обвязочка очень простенькая. Итак, у нас с вами 16 петель. 16. Вяжем. В первую петлю вяжем столбик без накида. Во вторую петлю вяжем столбик с накидом в 2 приема. 1, 2. Провязали. В третью петлю вяжем столбик с накидом в 3 приема. 2, 3. В четвертую петлю вяжем столбик с накидом. 3 приема. В пятую петлю вяжем столбик с накидом в 3 приема. В шестую петлю вяжем столбик с накидом в 3 приема. Дальше в седьмую петлю вяжем 2 столбика с накидом. 1 и второй в ту же самую петлю.
Вот, в 7-ю петлю мы с вами связали 2 столбика. В 8-ю петлю точно так же делаем 2 столбика. 1 и 2 в ту же самую петлю. Вот. У нас с вами получается в 2 петли на вершине связано 4 столбика, а здесь по одному. Теперь делаем маленькое пико. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вводим крючок в основание цепочки. Вот так. И делаем соединительную петлю. Просто протягиваем ниточку. Теперь делаем в 9 столбик, делаем 2 столбика с накидом. В 9 столбик делаем 2 столбика с накидом. 1 и 2. В 10 столбик тоже делаем 2 столбика с накидом. 1 2. Теперь в 11 и дальше столбики будем вязать по одному столбику с накидом. 1 столбик в 11, в 12 тоже 1 столбик, в 13 тоже 1 столбик, в 14 тоже 1 столбик. В 15 столбик вяжем столбик с накидом в 2 приема. 1, 2. Да? Он получается у нас немножечко короче вот этого. И в 16 столбик мы вяжем столбик без накида. Все, вот мы с вами такую обвязочку на лепестке сделали. Теперь вот у нас с вами 3 петельки вот здесь. В среднюю петельку мы делаем просто соединительную петлю. Все, сделали соединительную петлю. Дальше начинаем обвязку по следующей арочке. Точно так же вяжем, как здесь. Точно так же повторяем эту обвязочку на каждой из последующих арочек. И делаем в 16 столбик, столбик без накида. И вот мы с вами завершили обвязку. Чтобы закончить вот это изделие, нам с вами нужно просто вот эту вот часть завитка обвязать столбиками без накида, так же, как мы начинали вот здесь. И у нас с вами сомкнется вязание вот в этой точке. Значит, делаем вот сюда вот столбик без накида 1. Теперь в основание, в шнур, делаем столбики без накида. Считаем 1, 2 и 3. 4 столбик делаем в ту же самую петельку. Нам нужно в каждую 3 петлю добавлять столбики, чтобы у нас круг не тянул, чтобы круг выкладывался ровненько. И снова 1, 2, 3. И в 3 делаем еще 1/4. И снова 1, 2, 3 в каждую последующую. И 4 в ту же самую. И снова вяжем 1, 2, 3 и 4 в ту же самую, да? И тут еще у нас остается 1 столбик, провязываем его, обрезаем ниточку и протягиваем ниточку через оставшуюся петельку. Вот у нас с вами получился такой вот еще не отутюженный пейсли. Итак, пейсли у нас готов. Теперь нам нужно просто закрепить ниточки, которые у нас вот остались. Вывести их вот так вот на изнаночную сторону и протянуть под петлями шнура.
Вдеваем ниточку в иголочку. Вот смотрите, вот этот вот хвостик у нас, который остался, да, просто вот сюда вот иголочку продеваем. Вот, и хвостик у нас притянется к краю, да, к этому, ну, к шнуру. И потом несколько таких вот, несколько раз протягиваем ниточку под петли шнура. Шнур у нас толстенький, и поэтому в нем легко спрятать, вот закрепить ниточку. Все, ниточку протянули и обрезаем. Точно так же поступаем и со второй ниточкой. Вот у нас эта ниточка, вот она у нас соединяется, вот как бы, да, вот этот край шнура с его серединочкой. Точно так же мы ее заправляем в иголочку и соединяем. Тоже вот сюда вот подсоединяем ниточку. Вот. И протягиваем несколько раз ее под петлями шнура в другую сторону, да, чтобы у нас с вами утолщение не образовывалось с какой-то одной стороны. Просто протягиваем под петли шнура. Вот так вот протянули. Протянули. Ниточку закрепили и обрезаем. Это мы с вами связали пейсли с завитком, завернутым в левую сторону.